Доброго времени суток, уважаемые! Я рад вас приветствовать на канале ДК-82. Сегодня видео в формате болтологии. И, как вы уже поняли, речь пойдет о ножах. Есть такое понятие нажимание. Мне понравилось одно определение, звучит оно так. Нажимание – это болезненное состояние психики, обусловленное переходом рационального увлечения ножами в иррациональное. Проще говоря, когда человек покупает нож только для того, чтобы он у него был. Грел его сердце и душу, и в принципе пользоваться по назначению этим ножом он особо не планирует. То есть поиграется немножко и положит на полочку, чтобы он радовал его глаз. Можно сказать, что это коллекционирование, но если разобраться, действительно, рационального в этом мало. Был у меня такой период, что я мог часами листать интернет, разглядывать ножи, потом интересы мои переместились конкретно на ножи Victorinox. Я покупал, проверял в работе разные модели, разных серий, но те ножи, которые мне не зашли, не понравились по какой-то причине, я продавал. Какой смысл лежать ножу на полке, пусть лучше он кому-то служит, кто-то будет им пользоваться. В итоге у меня сейчас остались Victorinox Camper, это мой первый Викс, соответственно расставаться с ним я не хочу ни при каких условиях. GAG 108, SAG 111, он же Military, и сравнительно недавно приобрел Victorinox Handyman, такой уже серьезный, многорядный мультитул. И знаете что? И все. После приобретения Handyman нажимания и виксомания отступили. Хотя я думал, что этого не случится никогда. То есть вот эти ножи, которые вы сейчас видите, могут решить 200% задач, которые я ставлю перед складными ножами в принципе. Ни в коем случае я не хочу обидеть тех, кому нравится коллекционировать ножи, нравится часто их приобретать. Если у вас есть средства и желание, почему бы нет? Без хобби жить скучно, грустно и неинтересно. Но у меня, видимо, победил рационализм. Вот для примера возьмем SAG 111. На сегодняшний день этот нож у меня на кармане около 2 лет, и в какой-то момент я перестал его жалеть. Знаете, как бывает, покупаешь новую вещь, например, телефон, и поначалу обращаешься с ним очень аккуратно, чтобы он не поцарапался, протираешь микрофиброй экранчик, потом через какое-то время уже смело начинаешь его бросать на стол, кладешь в карман вместе со связкой ключей и так далее. Вот примерно так было с этим ножом. Поначалу я им работал очень аккуратно, клинок сильно не нагружал. Если пользовался отверткой, то старался сильно не тянуть, чтобы не сорвать грани на ней. Если что-то пилил с помощью пилки, то, соответственно, делал это не спеша, чтобы не погнуть ее, потому что есть у виксов такая болячка, это погнутая пила. И вот как-то так незаметно этот нож перешел у меня в разряд рабочих. Причем, когда перестаешь нож жалеть, тут открывается его, скажем так, полный потенциал. Естественно, в разумных пределах. То есть гвозди я им не забивал. Но во время ремонта смело резал линолеум прямо на бетонном полу. Закручивал шурупы до упора, пилил пластиковые трубы, строгал деревяхи и так далее и тому подобное. И в итоге нож спустя 2 года выглядит вот так. Надеюсь, вам видно. Лезвие уже потускнело,
покрылась царапинами. Особенно это вот видно на кончике, потому что я без стеснения, если нужно что-то ковырнуть, я ковырял этим кончиком. Зубцы на серейторе, не все, но некоторые, получили определенные замины. Но, честно говорю, меня это вообще не парит, потому что нож должен работать, а не лежать на полке. Это все равно, что, не знаю, купить машину, оставить ее в гараж и не ездить на ней. Вообще у меня такая мысль: если серейтор этот сильно пострадает в процессе эксплуатации, я его просто переточу в плейн и буду пользоваться дальше. В общем, смело могу сказать, за 2 года вообще ни разу не пожалел, что приобрел вот этот вот нож. И если вдруг что с ним случится, не знаю, там, потеряю, украдут, куплю точно такой же. Либо ГАК-111. Они подешевле вроде как, потому что накладки там чисто пластиковые. То же самое могу сказать про другие ножи, которые у меня в пользовании. Все они рабочие, все проверены временем. Кемпером, например, пользуюсь более 7 лет. Он у меня постоянно находится в автомобиле, в сумке с документами. Неоднократно выручал в дороге, как столовый нож, порезать продукты, вскрыть консервы. В каком-то мелком ремонте помогала пила по дереву, отвертки, штопор, в общем, инструменты, которые есть в этом ноже, работали и продолжают работать. ГАК-108 попал в мои руки вообще в плачевном состоянии. Здесь сломана пружина у штопора. На пиле имеются такие серьезные замины на этих зубьях, как будто пытались этой пилкой пилить металл. У клинка обломан кончик, поэтому он не совсем острый. Немножко я его сточил напильником. Ну и, соответственно, сам клинок выглядит так, как будто его пытались заточить на наждаке. Но даже в таком состоянии ГАК-108 стал одним из моих любимых ножей. Года 3, наверное, я его вообще носил с собой каждый день в качестве EDC. Сейчас он все чаще остается дома, но если я его все-таки с собой беру, то его функционала в этих 2 рядах хватает просто за глаза. Те же самые задачи: вскрыть консервы, порезать продукты, отпилить какую-то ветку, которая мешает, застрогать колышек. Этим ножом выполнять очень комфортно. Рукоять, ну вот лично для меня максимально удобная. Если бы у этого ножа был лайнер, это было бы вообще просто идеально. И, наверное, единственный из этих ножей, который в идеальном состоянии, это только вот этот красавчик Victorinox Handyman. В идеальном состоянии он, потому что приобретен совсем недавно. Пару раз катался со мной на рыбалку, применялся для ремонта рыболовных снастей. Его функционалом я остался очень доволен. Буду дальше его использовать по назначению. И, возможно, когда-то сниму отдельные видео уже после более плотного знакомства, скажем так. Еще раз повторюсь, нож должен работать. Кстати, рекомендую посмотреть видео про заточку серейтора, про особенности ножа Victorinox Military, вот этого ножа, про нюансы в работе с этим ножом. Подсказки уже появились на экране, и также под видео можно найти ссылки. Кроме того, обязательно посмотрите видео вот про этот нож, про шикарный нож ГАК-108. Там я подробно рассказываю об этом ноже, его плюсы и минусы, особенности конструкции и прочие интересные моменты. А на сегодня это все. Но я не прощаюсь. Говорю я вам до скорой встречи. С вами был ДК. Всем пока.